Скучали по чему-то новому? Оставим скуку до завтрашнего дня, потому что сегодняшний новость– это новый выпуск новостей в мире искусственного интеллекта. Без лишних слов, прямо к делу, потому что у нас здесь очень крутые новости. Компания Figure вместе с OpenAI создали настоящего думающего робота. И это не шутка. Это настоящий робот, в которого встроена куча датчиков, сенсоров и который работает на базе GPT. Взглянем на пример. Робот видит красное яблоко, посуду и человека рядом. И когда его попросили что-нибудь поесть, он без проблем подал это яблоко человеку. Более того, когда его спросили, почему ты подал именно яблоко, и одновременно вывалили мусор из корзины на стол и сказали, дай ответ, собирая мусор обратно в корзину, то робот ответил, на столе съедобного было только яблоко, и одновременно собирал мусор в корзину. То есть тем самым разработчики показывают, что робот может выполнять несколько действий одновременно. То есть что-то объяснять и одновременно выполнять другие задачи. Затем его спросили, а что будет дальше с тарелкой и кружкой? И робот говорит, тарелка с кружкой пойдут в сушилку, а потом он их аккуратно туда уберет. А когда его спросили, как он с этим справился, то робот сказал, по-моему, я справился с этой задачей хорошо. Яблоко нашло своего нового владельца, мусор убран, а посуда стоит там, где надо. Вот мы и видим настоящую мультимодальность, когда робот может одновременно видеть, слушать, делать какие-то выводы и выполнять действия. И это не заранее запрограммированные действия, а реальное взаимодействие с окружающим миром. И все это благодаря искусственному интеллекту от OpenAI. Но в чем кроется уникальность такого робота? Там не просто подключен чат GPT. Над разработкой такого робота трудились выдающие разработчики из Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind и Archer Aviation. И самое страшное, не знаю, страшно, не страшно, что таких роботов они планируют сделать 1 миллиард копий. Как он работает? Встроенные камеры робота Figure One отправляют данные на обученную OpenAI модель для обработки визуальной и языковой информации. А также нейросеть Figure анализирует изображение с частотой 10 ГГц. OpenAI отвечает за понимание речи, и все эти данные превращаются в быстрые и точные действия робота. И этот робот на демонстрации не управлялся дистанционно. То есть их цель – обучить модель для управления миллиардами гуманоидных роботов. Для чего? Для того, чтобы роботы были на нашей стороне и помогали нам в повседневной жизни, а не ведя нас к апокалипсису. По крайней мере, они так нас успокаивают. Все это шаги к тому, чтобы освободить людей от рутины или опасной работы, давая возможность заниматься тем, что действительно важно. И хотя многие сейчас боятся, что роботы займут наши рабочие места, на самом деле они могут поднять наш уровень жизни, сделав физический труд необязательным. Но есть одно но. Здесь вступает в работу другая часть человека – голова. Так что самое время учиться зарабатывать своей головой, нежели руками. То есть, я думаю, на смену физического труда придет умственный. И чем быстрее до людей это дойдет, тем легче будет адаптироваться в будущем. А пока мы не отошли от темы умных машин, вот еще одна новость. В Китае состоялась первая успешная демонстрация междугородного полета летающего такси Autoflight Prosperity, которая теперь может радикально изменить понятие о городских перевозках. В общем, этот электрический летательный аппарат преодолел расстояние в 50 километров между Шэньчжэнем и Чжухай всего за 20 минут, что в 9 раз быстрее, чем аналогичный маршрут на автомобиле, для проезда которого требовалось около 3 часов. И компания Autoflight уже активно ведет переговоры с местными властями о том, чтобы создавать специальные площадки для регулярных полетов над городами. Этим уже заинтересовалась одна из компаний Haley Eastern, которая занимается вертолетными перевозками в Китае. И они уже заключили на покупку 100 таких летающих такси. Поэтому в Китае, по крайней мере, такое футуристическое будущее начнется очень скоро. Что сказать, станет ли это новым видом транспорта? Я думаю, что именно этот вид транспорта скорее не заменит такси, которое привозит нас обычно к дому с дома, а скорее это будет своего рода как метро. То есть оно будет довозить до определенных мест. Для такой машины требуется место для взлета и посадки. Что думаете? Следующая новость, ну точно вас порадует. Это именно то, что просят у меня в комментариях на протяжении года. И наконец-то Midjourney услышали ваши просьбы. Midjourney представляет новую функцию Character Reference. В общем, теперь мы сможем создавать своего уникального персонажа или себя и отобразить его в любой ситуации. При этом он всегда будет выглядеть неизменным. То есть благодаря этому инструменту вы теперь сможете создавать персонажей с одним и тем же лицом в разных ситуациях. Как это работает?
Вы просто пишете команду create и URL вашего изображения, а Midjourney уже сделает все остальное. То есть он адаптирует персонажа к любым сценариям, которые вот только придут вам в голову. При этом будет всегда сохранять его идентичность. Один из ключевых моментов этой функции является уровень контроля, то есть мы еще имеем уровень контроля. С помощью команды CW у нас следует значение от 1 до 100, и с помощью как раз него мы и контролируем, насколько мы хотим, чтобы он сохранял обличие нашего персонажа. Чем больше число, тем более точно сохраняется ваш референс. Вообще, я думаю, что эта функция заслуживает внимания, и я могу сделать отдельный выпуск, например, использование этого инструмента в коммерческих целях. Если будет интересно посмотреть, пишите в комментариях. Третья новость. Для пользователей Anthropic Claude конкуренты ChatGPT представили одну из своих самых быстрых языковых моделей в мире – Claude 3 Haiku. Это новая нейросеть в семействе Claude 3, по словам создателей, которая трикратно превышающая по скорости аналогичные продукты в большинстве рабочих нагрузок. Но какой умный ход они сделали? Они решили сконцентрироваться на бизнес-аудитории, на компаниях, которые не используют чат для работы, а которые подключают модели к сайтам, к своим компаниям, к своим табличкам, то есть подключают именно API. То есть Claude 3 Haiku сделали идеален там, где необходим результат с минимальными задержками, например, в клиентской поддержке или ответы на вопросы, потому что Haiku обрабатывает до 30 страниц текста в секунду. То есть решили сконцентрироваться на корпоративных пользователях, которые уделяют особое внимание скорости. Именно она помогает быстро анализировать объемные массивы данных и своевременно обслуживать клиентов. Ну и, естественно, сделали его намного дешевле, чем ChatGPT. Разработчики говорят, что Claude 3 с легкостью проанализирует 400 дел Верховного суда США или 2500 изображений всего за $1. Довольно-таки бюджетно. Помимо Claude AI Haiku, у них выходит самая продвинутая из моделей Claude 3 Opus, которая стоит $20 в месяц, по типу ChatGPT. По мнению Anthropic, Claude 3 не только превзошел своих предшественников, но и достиг почти человеческого мастерства в различных задачах. Каким образом? Ему поставили разные эксперименты. Кстати, этот эксперимент я тоже сама лично провожу с чатом GPT, чтобы посмотреть, насколько далеко он считывает мой текст, благодаря секретной фразе. То есть ты берешь секретную фразу и помещаешь его в середину текста и смотришь, сможет ли модель увидеть эту секретную фразу или нет. И если она ее не видит, соответственно, она не дочитывает до определенного момента. Вот тот же самый эксперимент поставили с Claude 3. Разработчики рассказали, что когда они вот так вот тестировали модель Claude 3, модель продемонстрировала признаки осознания того, что ее оценивают. То есть Opus было поручено ответить на вопрос о начинках для пиццы, основываясь на релевантном предложении, которое было скрыто среди несвязанных данных. И удивительно то, что Opus не только нашла правильное предложение, но и выразила подозрение, что оно подвергается проверке. То есть в его ответе было понятно, что он понимает несоответствие вставленной информации в набор данных, наводя исследователя на мысль, что сценарий мог быть разработан для оценки его способностей к вниманию. Типа, вы что тут, проверяете меня? Следующая новость. Она немножечко сложна для понимания людям, которые не связаны с программированием, но я постараюсь рассказать простым языком. И, возможно, вы даже заинтересуетесь в программировании. В мире ПО появился новый игрок – Devin. Это ИИ, который умеет писать код. Но вы, наверное, сейчас скажете, написать код может почти любой чат. И ChatGPT, и Claude, и Gemini. А я вам отвечу, а работает ли данный код в вашем проекте с первого раза? Или при появлении ошибки приходится заново вставлять код в ChatGPT, чтобы он его исправил и представил вам новый код? Ведь зачастую так и происходит, по крайней мере, у меня так было много раз. Так вот, именно вот эту проблему решает Devin. Что он делает? В отличие от привычных инструментов, которые лишь подсказывают следующую строчку кода или ищут ошибки уже в написанном, Devin может на себя взять полный цикл разработки. От написания кода до его тестирования и до деплоя. И самое интересное, что он учится на каждом из этапов, становясь все более умнее и эффективнее. Как это работает? То есть разработчики задают Devin задачу. Он вначале разбивает ее на понятные для себя части. То есть он анализирует запрос, чтобы точно понять, что от него требуется. После понимания задачи Devin планирует, как лучше всего ее решить. Он рассматривает разные подходы и выбирает оптимальный. Затем Devin переходит к написанию самого кода. Он работает с разными языками программирования, типа Python, JavaScript, многие другие, и пишет чистый оптимизированный код. И после написания Devin самостоятельно проверяет его на ошибки и исправляет их.
То есть, если код, который написал Дэвин, выдает ошибку, то он сам ее анализирует и пишет новый код. И это повторяется до тех пор, пока сам проект не будет запущен. То есть полноценная разработка кода. И после успешного тестирования Дэвин также помогает в развертывании этого кода, то есть в запуске готового продукта в эксплуатацию. Потому что он умеет интегрировать новый код с существующими системами и базами данных. Тем самым он обеспечивает бесперебойную работу приложений. На данный момент Дэвин находится на раннем доступе, но вы можете уже записаться на тестирование на их официальном сайте. Ссылочка будет в описании. Ну а если вы, кстати, ищете такого рода инструменты и до сих пор не можете найти, могу вам посоветовать GPT с чата GPT. Он работает по схожей технологии. Это, конечно, не сам Дэвин, просто GPT, но он тоже пишет код и проверяет его. Ну и последняя новость, ребят, на сегодня, а именно первый в истории закон об искусственном интеллекте. Европейский Союз у нас принимает первый в истории закон, который будет управлять использованием искусственного интеллекта. Что это значит для нас с вами? По сути, Европа решила установить правила игры для искусственного интеллекта. Закон делится на 4 категории по уровню риска. Это означает, что более рискованные технологии, например, беспилотные автомобили, они будут проверяться особенно тщательно. Генеративный ИИ, такой как ChatGPT, не будет классифицироваться как высокорискованный, но он должен будет соответствовать требованиям прозрачности и закону ЕС об авторском праве. То есть весь генеративный контент должен маркироваться. Если вы сгенерировали картинку, то должна быть надпись в метаданных или в описании, что это сделано с помощью ИИ. Вот вам уже и начало. Разумеется, есть и те, кто сомневается в эффективности таких правил. Некоторые критики выразили обеспокоенность по поводу того, что закон может быть слишком снисходительным к интересам промышленности или властей, забывая о правах человека. Однако большинство согласны, что установление таких правил – шаг в правильном направлении. Новые правила начнут действовать в мае 2025 года, то есть у нас есть еще год, и у организаций и компаний тоже есть год для того, чтобы подготовиться и убедиться, что они соответствуют новым стандартам. В общем, и теперь в нашу жизнь вошел, не уйдет, он начинает регулироваться, и стоит подзадуматься. Так что если вы слышали об ИИ только по новостям или в кино и до сих пор его не использовали, теперь есть повод вникнуть в тему поглубже. Ведь если уже Европейский Союз делает ставку на то, что ИИ будет с нами навсегда и принимает закон об его использовании, значит, нам этого не избежать. Это было все. А что вы думаете об этих новостях?